Здравствуйте! В прошлом ролике я вам рассказывал, как вымерить высоту пола, как установить тумбы под лаги, какие могут получиться засады с высотой пола. Если кто-то пропустил, либо хочет освежить память по данному вопросу, тогда жмем эту кнопочку сверху. Ну, продолжим. Как и в прошлый раз, я показываю полы в разрезе, для того, чтобы вам легче представлять, как это будет выглядеть. Ну, чтобы не забывать конструкцию пола. После того, как установили тумбы, делаем гидроизоляцию под лаги, потому как бетон тянет влагу с грунта, соответственно передает дереву. Сразу хочу вам сказать, чтобы дерево не гнило, не допускайте прямого контакта дерева с бетоном, кирпичом, ну и хорошо бы, если бы и со штукатуркой. Контакт должен быть только через гидроизоляцию. Какой-то рассказ у меня начинает получаться смешным. Как будто я рассказываю не за пол, а за половую жизнь. Или у одного у меня такие ассоциации. Ну, в общем, надо предохраняться. Что там, что тут. Роль гидроизоляции у нас играет рубероид. Далее начинаем резать и раскладывать лаги. Мы обычно прорезаем со всех сторон пчелкой, а потом допиливаем ножовкой. Так получается немного побыстрее. После того, как лаги нарезали, начинаем их раскладывать. Если у вас длина лаги меньше комнаты, тогда и стыки делаем в разные стороны. Для наглядности вот чертеж. Как видите, стыки идут через одну лагу. Делается это для того, чтобы пол был прочнее и ровнее. Это важное правило в строительстве. И не важно, что вы делаете. Либо крепите листы гипсокартона, либо укладываете ОСБ на пол, либо вообще кладете кирпич. Поперечные стыки стараемся разогнать. И чем дальше друг от друга, соответственно, тем прочнее конструкция. Далее, когда все лаги разложили по местам, начинаем заготавливать подложки под них. Мы обычно используем тот же брус, который брали на обрешетку. Ну, выбираем самые кривые. И когда нарезаем на подкладке, промежутки сучками обрезаем и выкидываем. Примерно так. А иначе уменьшать в толщине замучаетесь. А того не стоит. После того, как нарезали подложек под лаги, начинаем их поднимать к ранее запланированному размеру. Как вы помните из прошлого ролика, лаги у нас от линии должны быть примерно на высоте 127 сантиметров. Видно на этом? Сколько там сантиметров? Вот так. У нас же пока лага на высоте 129,5 сантиметров. Значит, нам надо поднять где-то на 2,5 сантиметра. Мясной топор с сапожным молотком. Подложки стараемся делать ровными по плоскости, чтобы опирались на всю поверхность. Для этого их подравниваем топориком. Можете сюда показать? Где там линия, что-то не вижу. Вот он. Вижу. Так как на следующей лаге у нас окно и отсутствует наша любимая линия и не от чего помериться, мы эту лагу выставляем по уровню.
После того, как подогнали к нужному нам размеру края у всех лаг, нам нужно поднять стык. Можно поднять его по шнуру, либо по уровню. Мы воспользовались последним вариантом, так как у нас лаги не сильно кривые и у нас есть запас. И выставляя по уровню, мы делали еще чуть-чуть в минусе. Но если опыта маловато, то проще тогда натянуть шнур. Реализовать это можно примерно так. Покажу на примере нашей обрешетки. Наматывайте шнур на саморез по часовой стрелке. Когда вы саморез будете закручивать, нитка будет натягиваться. Здесь мы подкладываем с двух сторон рубероид толщиной 2 мм. Но так как нам на этом этапе сильная точность не нужна, вместо рубероида можно подложить под шнур что-нибудь посущественнее, так как лага может быть в центре немного выпуклой. Ну, например, если есть два одинаковых смартфона по толщине, то тогда их можно подложить с двух сторон лаги. Шучу, это так, для примера. Можно там два одинаковых карандаша, фломастера, да все что угодно. Главное, чтобы были одинаковые по толщине. Но если вы подложите и шнур будет задевать в центре лаги, то тогда ее лучше переверните. А еще лучше посмотрите их сразу, хотя бы глазом. И сразу раскладывайте нужной стороной. Так вы сэкономите свое время, чем потом снимать шнур, откручивать саморезы. В общем, лучше посмотреть сразу. Когда мы лаги выставили по краям, скручиваем их между собой, но предварительно проверив, чтобы они не упирались в фундамент, ну или стену. Как я говорил выше, чтобы не было никаких контактов с бетоном. Мы обычно оставляем по пару сантиметров с одной и с другой стороны. Между собой их скручиваем черными 15-сантиметровыми саморезами. Когда будете скручивать, у вас должна быть очень хорошая насадка и самое главное сноровка. Саморезы вкручиваются очень туго. После того, как лаги скрутили между собой, тогда можно вкладывать остальные опоры. Подложки должны вставляться с легким защемлением. Проверить, как плотно она легла, можно не сильно подергав за рубероид. Если он не шевелится, значит на данном этапе у вас все в порядке. Далее, когда мы вложили все подкладки под лаги, нам надо их закрепить, чтобы они не шевелились и в будущем не вылетели. Обычно мы используем для этого черные саморезы по дереву, длиной 7 см. При закручивании они могут упереться в тумбу и начать поднимать лагу. Если это произошло, тогда их чуть-чуть выкручиваем. Пусть они будут недокручены, ничего страшного, функцию свою они будут выполнять. Далее, когда все подложки закрутили, приступаем к разметке обрешетки под OSB. В нашей практике встречалось два вида размеров листов. Это 1,22 м на 2,44 и 1,25 м на 2,50. В данном случае у нас 1,25 м на 2,50. В первую очередь мы должны дать отметки на лагах под стыковочные брусы.
Что такое стыковочный брус? Это брус, на котором будут соединяться два листа USB. Потому его делать надо особо точно. Вернемся к нашим размерам. У нас размер листов USB 125 см. Начиная разметку, отступаем от стены 1,5 см. Это у нас будет зазор между USB и стеной. Это запас на неровность стен, так как стены у нас очень кривые. И у нас стены обшиваются гипсокартоном. Если бы у нас на стены не планировался бы гипсокартон, то можно было бы дать зазор максимум миллиметров 5 и пришлось, как говорится, бы подгонять. А теперь я покажу, как всегда, схематически. Как я говорил выше, краем рулетки отступаем 1,5 см от стены и откладываем 125 см. Но если мы так и нарисуем эту отметку на лаге, тогда эта отметка уйдет в аккурат по центру бруса. Тогда мы ее не будем видеть и не знать, в центре она бруса или уже куда-то сместилась. В общем, нам будет очень неудобно работать. Для этого мы должны ее сместить на 2,5 см, потому что брус у нас 5, а нам надо сместить ровно наполовину. Значит, к 125 прибавляем 2,5 см и получаем 127,5 см. Можно, конечно, было бы и отнять, в принципе это совсем не важно. Тогда у нас отметка не будет больше скрыта брусом, и тогда мы сможем его точно по отметке прикрутить. После того, как мы сделали первую отметку 127,5, теперь от нее можно уже спокойно отмечать остальные стыковочные, уже по 125. И все отметки будут с нужным нам смещением. Далее даем отметки под все стыковочные брусы. Также поступаем с лагой и у другой стены. Удобно отмечать вдвоем. Один хорошо держит край рулетки на черточке 127,5, а другой уже спокойно отмечает 1,25 м, потом 2,50 м, дальше 3,75 м. Ну хотя при желании можно, конечно, и одному. После того, как мы дали все отметки под стыковочные брусы, начинаем мы эти отметки переносить на все лаги. Удобно это делать малярным шнуром. Только у нас здесь не сильно удачная попалась краска для малярного шнура, потому у нас здесь линии тусклые. Приходилось потом прорисовывать эту линию карандашом, чтобы потом ее нечаянно не стереть. Теперь от этих линий можно брать размеры под промежуточные брусы. Перейдем опять к схеме. Так как лист у нас толщиной 22 мм, мы делаем под него всего 2 промежуточных бруса. Значит, у нас получается 3 пролета. Соответственно, 125 делим на 3 и получаем 41,6. Теперь мы можем спокойно от стыковочных откладывать по 41,6, ну и дальше 83,2. Далее, когда мы под все промежуточные брусы разметили, можно приступать к замерам длины обрешетки, то есть самих брусов. У нас здесь стены очень кривые. Приходилось мерить под каждый брус. Измеряли и каждый размер записывали возле черточек. Брали размер от стены до стены. После отнимали 4 см для того, чтобы брусы не касались фундамента. В целях, так сказать, гидроизоляции, чтобы потом дерево не тянуло влагу от бетона. На этом обязательно надо заострить внимание. Вот опять схема, чтобы наглядней было. Здесь, на этой схеме, расстояние от стены до стены у нас 2,80, но мы брус отрезаем 2,76, и тогда у нас появляется зазор по 2 см с двух сторон. Надеюсь, здесь стало понятно. Я понимаю, что я мог кого-то и запутать, так что если будут вопросы по этому видео, задавайте вопросы в комментариях, не стесняйтесь, постараюсь ответить. После того, как мы промерили размеры под все брусы, нам надо перебрать весь брус и выбрать максимально ровные брусы. Лазерным глазом. При нашей ширине комнаты нам хватит их 2 штуки, так как брус у нас 3-метровый, а комната максимум 2,80. Это будут крайние брусы, от которых и будет равняться весь пол. Ну на этой ноте я и закончу.
Надеюсь, в следующей части видео закончим про пол из OSB. В следующей части я вам расскажу, как точно и грамотно выставить обрешетку по шнуру, где и как ставить перемычки, чем утеплить OSB и чем лучше его крепить к брусу. Так что не пропустите. И чтобы мы не потерялись в пучинах YouTube, подписывайтесь на наш канал. На нашем канале будут самые подробные инструкции строительных и отделочных работ. С нами понятно, как строить и делать ремонт. Если вам понравилось, ставим лайк. Удачи вам!